Всем привет! На канале появится небольшая серия видеовыпусков, посвященных установке элементов Land Rover Discovery 4 в третью версию. Будут показаны некоторые работы по электрической части. И сегодня вторая часть посвящена панели приборов, изготовлению съемника стрелок для ее разборки и непосредственно замена светодиодов в ней. Продолжаются работы по замене подсветки в Range Rover Discovery 3, и отдельным эпизодом решил пройтись по приборной панели. Значит, как она разбирается? Ну, все достаточно просто. С краев надо поднять вот такие защелки. Снимается колпак этот стеклянный. Так. И также легко снимается накладка. Просто берем и снимаем. Что вызывает трудность? Стрелки. Значит, куча уже историй, где неправильное снятие стрелок приводило к поломке шестеренок внутри. Поэтому решил перестраховаться, конечно, не ломать, а сделать съемник для стрелок. Значит, согласно этому съемнику нужно давить в ось и снимать как бы стрелку с этой оси. Но оси я не вижу и понял, что нужно снять вот эти декоративные колпачки. Значит, колпачки снимаются тоже хитро. Надавливанием. Не с боков, так не надо делать, а вот так вот. То есть задней частью и по направлению к стрелке. Двумя пальцами тут давим. Оп. И колпачок снимается со стрелки. Следующий. Итак, теперь расскажу про сам съемник стрелок. Его, конечно, можно было купить на одном из китайских сайтов. Тоже ссылочек оставлю. Может, приобретете себе, подождете месяц. Но стоимость его там порядка $10 и выше. Разобравшись с принципом его работы, я его изготовил сам. Конечно, такой вариант изготовления не является окончательным, то есть вы можете уже сделать, на что хватит вашей фантазии. Но объясню, исходя из принципа съема стрелки. Значит, стрелку нужно снимать путем снятия ее с центральной оси. То есть не поддевая, сейчас покажу, как не надо делать, однозначно сломаете. То есть не поддевая лопаткой, да? То есть вы создаете перекос, то есть тянете только с одной стрелки, стрелка смещается в одну из сторон и отламывает шестерни внутри. Так, конечно, не нужно делать. Поэтому был был изготовлен следующий съемник. Значит, представляет он из себя вот такую вот скобу П-образную. В верхней части я просверлил отверстие и нарезал там резьбу М6 мечиком. Далее взял вот такую шпильку и на ней нарезал резьбу уже внешнюю. Соответственно, эта шпилька вкручивается в это нарезанное отверстие. Что еще по шпильке? В торцевой части накернил и просверлил отверстие сверлом диаметром 2,5 мм. Значит, рекомендую просверлить еще меньше, тогда устанавливаемая шпилька очень будет хорошо фиксироваться и, главное, центрироваться. Для чего это отверстие просверлено на глубину где-то сантиметр, чтобы установить вот такую вот шпилечку. Значит, с чего взять шпильку? Значит, она должна быть очень крепкая. Чтобы не сломаться, не загнуться, тоже может сломать стрелку. Значит, иголка. Советую взять толстую иголку, шершатку так называемую, подточить, обрезать концы, где ушко и где острый конец, и вот она готова. По скобе. В скобе в нижней части нужно сделать вот такой разрез, чтобы получить, как у гвоздодера, да, принцип, чтобы подцепить. Итак, как это все работает? Берем нашу скобу и поддеваем стрелку за пластиковую ее часть. Устанавливаем шпилечку, с помощью которой будем выталкивать центральную оську.
прибора и вставляем с нарезанной резьбой шпильку и начинаем ее вкручивать. По мере вкручивания, особенно когда пойдет нагрузка, мы должны заметить, как стрелка начинает подниматься. Если вдруг этого не происходит, лучше остановиться, где-то погреть, еще что-то сделать. Но она должна однозначно плавно идти, то есть никаких не должно быть сильных перенапряжений, особенно вкручиванию. Все, готово. Стрелка у вас в руках. Значит, таким образом снимаем все оставшиеся стрелки. А после сборки покажу еще методику, как определить, что вы не угробили свои приборы. Есть простой способ это сделать. Ко всем светодиодам доступ хороший, за исключением светодиодов, которые находятся в подсветке ЖКИ экрана. Тут придется воспользоваться феном, чтобы отпаять много контактов ЖКИ экрана. Сами светодиоды просто выпаиваем и меняем их на другой цвет. Также менялась маска приборной панели на более однотонную, но тут говорится на вкус и цвет. Ну а теперь тест при установке стрелки обратно. Для начала давайте разберемся, как ее поставить. То есть ставим, не сильно прижимаем, чуть-чуть буквально. И вращаем до упора. Все, пошло туго, значит ось совершила уже полный оборот и стоит в нуле. Осталось только совместить стрелку с нулем. Значит, смотреть нужно строго перпендикулярно к стрелке. Совмещаем ее с нулем и опускаем. Теперь тест. Как понять, что все хорошо с механизмом? То есть толкание стрелки, и оно должно пробегать свободным пробегом и останавливаться в каком-то положении. Вот. Это говорит о том, что с механизмом все в порядке. То есть чем сильнее толкнули, тем дальше она отклонилась и осталась в этом положении. Поэтому изготавливайте съемник, и все у вас будет хорошо. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.